вернулись наконец-то на дачку. Красота-то какая, а? Блин, соскучился я по даче. В городе, конечно, такой красоты нет, но снега тут прилично навалило. Вот, смотрите. В городе как-то поменьше, там климат другой. Немножко погоняю аккумулятор к зиме, чтобы он нормально работал. Погодка сегодня вообще шепчет. Сейчас надо насосную станцию отключить. Она у нас к зиме непригодна. Вот она. Вот эту хрень надо будет отключить, иначе ее раздавит просто. Ну вот ее отсоединили. Сейчас надо полностью ее продуть, потому что ее зимой может раздавить, когда замерзнет там вода. Вот в этой вот в моторе обычно остается немножко воды. И потом этот короб просто треснет нахрен. Короче, воду отсюда посливал. Сейчас надо аккуратненько закрыть, чтобы туда ни грязь, ничего не попало. Это подготовка к зиме. И вот так как зимой мы этим не пользуемся, зимой никого нет. Да и тем более этот подвал, он промерзает просто у нас. Поэтому на зиму мы вот каждый год так делаем. Даже у кого подвалы на 2-3 метра глубиной, почему-то тоже промерзают. Не знаю, что там зависит. Люди пытались оставлять на зиму, но не прокатывало. Приезжали, а у них морозом все раздавливало. Ну вот, прихвачу немножко. Все, ни мыши туда не залезут, никакая гадость ничего не испортит. Так. Ножика не взял. Вот, труба готова. А вот сейчас надо вот отсюда еще воду слить. Я уже давление стравил. Вот теперь надо вот эту вот фигню еще открутить. Потому что остатки воды там по-любому остались. Вот она, красота. Сколько там еще добра всякого под давлением. Это все, что было в моторе. И еще надо будет дунуть. Сына, выйди-ка туда. Выйди туда. Значит, кран у нас открыт. Ну-ка, дунь. Попробуй в него. Это? Да. Сильно. Давай. О. Давай. О. Вот еще сколько вылезло. Короче, обычно проблема в том, что многие это не делают. И если вот так не продуть еще дополнительно, в моторе здесь лопнет за зиму. Поэтому эту процедуру делать обязательно. У кого такие бесинки стоят с такими станциями, продуть надо обязательно. Все, чтобы воды никакой там ничего не осталось. Все, станция у нас к зиме готова. Сейчас тоже здесь обкручу пленкой, чтобы мусор не попадал. Ну и все на этом. Ну вот как все сливается. Вот смотрите, 10-литровое ведро. Это вот дополнительно еще, если продуваешь, вот еще столько воды остается. Довольно прилично, кстати. Так что надо обязательно все это дело продувать. Иначе будет кирдык. Потом дорогущий ремонт будет и все такое, и проблемы. Но погодка сегодня, конечно, шикардос. Хоть ты на лыжи становись. Вон сын обрадовался снегу. Уже снежную бабу любит. Так что мы не очень любим зиму, но когда снежная зима и солнышко, конечно, зима совсем другая. Она, конечно, поинтереснее все смотрится. Ну что, станцию отправил на зимовку. Виноград укрыл. Розы укрыл. Кстати, странно. На розах листья живые. Вот непонятно. Жена как купила какую-то розу интересную. И, блин, она вообще ничего не боится. Какая-то странная. Лист реально живой. Зелененький. С этой стороны такой темненький. Но это сортовой у него. Он такой есть на самом деле. Это я тут уже набегался.
оставлял следы. И вот мой виноградик, кстати, укрыл. Так что в следующем году будем опять с урожаем. Если не укрыть, урожая не будет. Вот так у меня это все и происходит. Про виноградик у меня на втором канале. Там полностью про виноград. Ссылка внизу в описании под видео. Вот такой у меня ландшафтик. Вот такая красотень. Это моя любимая дачка. Ничуть не жалею, что ее купил. И купил ее за копейки. Лет 12 назад. И очень остался доволен. Единственное, я только в ней крышу поменял, потому что был шифер. И на изгибе там, когда сильный ливень, в общем, протекало. Как я не латал, в общем, решил просто поменять крышу и забыть про это. Так получилось. Стеклопакеты здесь пока не ставил. С одной стороны стеклопакеты, с другой стороны нету. Здесь пока эти еще окна нормально смотрятся. А вот с этой стороны у меня полностью стеклопакеты. Потому что у меня они сгнили. Там уже разваливались буквально. Вот так это выглядит примерно. Молодой виноград. И укрыт он лапником. Потому что там коротышечки, под них еще укрытие не закупил. Но в следующем году уже докуплю дарнита и буду полностью укрывать, как взрослые кусты. Опять пасмурно, как всегда, ну что поделаешь. Такой у нас климат, такая у нас погода. С солнцем в Минской области особо климат нас не балует. А сейчас, между прочим, еще обед, 2 часа дня. Вот такая темень. Когда приехали, было солнышко, было вообще огонь. Вот взрослые мои кустики винограда еще, рядок. Сезон закрыл. Сейчас будем придумывать, как проводить зимнее времяпрепровождение свое. Главное, чтобы со снегом в этом году повезло. Потому что он в любой момент может тупо растаять. Ну что, вот так чудненькие выходные мы провели. В принципе, я доволен. Если честно, дома сидеть вообще нет сил уже заколебался. Хочется на природу. Вот как раз был повод выбраться, посетить дачку. Ну и закрыть ее на зиму. Полностью законсервировать, так сказать. Так что как-то так.